Знаете, что у меня здесь под столом? Я сам никогда не видел его ни живьем, ни в виде тушки. И тем более не готовил никогда. Глухарь. Посмотрите, какой петух замечательный. Какой красавец, а? Поглядите, размах крыла, как у Ях-40. И изрядно весит, килограмма 3-4. Этакий не очень крупный индюк. Жалко. Красивый, да? Но будет еще более грустно, если этого глухаря кто-нибудь испортит неумелой готовкой. Поэтому сегодня я в виде исключения показываю рецепт приготовления глухаря. Такого в России никто не готовил. Глухарь под ладаном. Я не в первый раз замечаю, что у дичи, да и у домашней птицы, например, у цесарок, шкура имеет тот же самый цвет, что имело оперение. Посмотрите какой. Настоящий синеногий петух из нашего далекого-предалекого советского прошлого. Однако все начинается, как всегда, с воды. Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. Я выбираю воду Тассай. Тассай не подведет, не испортит вкус дичи, не испортит вкус приправ. Наоборот, все эти вкусы, все эти приправы должны раствориться в воде. Ого, а 5 литров-то не хватит. Петушок не маленький. Шесть с половиной литров воды. Птица 3 килограмма. Итого примерно 10 килограмм объем будущей, так сказать, еды, не еды. Но соль-то уйдет и в бульон, который мы использовать потом практически не будем. Поэтому 1, 2, 4 ложки соли и, знаете что, 2 ложки сахара. Потому что фактически то, что мы сейчас готовим, будет называться рассолом. Да, горячий рассол, в котором птица постоит, размягчится, заодно просолится и подготовится к дальнейшему этапу приготовления. Соль, сахар, черный перец, причем обильно, причем молотый. И для того, чтобы черному перцу было в чем разойтись, я наливаю в казан масло, растительное масло. Ну, здесь жир какой-то есть на нем. Но когда он выйдет, а все ароматические вещества, которых здесь, в этом рассоле еще будет, должны же в чем-то раствориться. Вот в масле-то они растворятся лучше всего. А какие ароматические вещества, вы удивитесь. Ну, во-первых, можно взять, конечно, совсем прям натуральный шафран. Но я беру софлор, бархатцы. Здесь годится и такой тоже. Важно, чтобы бульон получил приятный золотистый цвет. Этот софлор не такой уж и дорогой, его можно не жалеть особо. Кардамон. Кардамон пахнет очень приятно. И его можно не жалеть, вот так вот. Ну, сколько здесь на ладошке? Полная столовая ложка. Весь кардамон одним разом. А вот теперь вы, пожалуй, что удивитесь. Но удивятся только те, кто не читали мою книгу про марокканскую кухню. Хотя можно было бы прочитать и не мою, и не про марокканскую кухню, а про греческую. Дело в том, что и в марокканской, и в греческой кухне используется ладан. Ладан в кулинарных целях. По-гречески ладан, используемый в кулинарных целях, называют мастиха. А в арабских странах называют мастихара. Кстати говоря, ведь ладан и происходит именно из арабских стран. На юге, на юго-западе Аравийского полуострова, в Омане и в Йемене растет самый лучший ладан. Там растет дерево босвелия, смола из которого и является самым натуральным, вот этим так называемым сакральным церковным ладаном. Опускаем птицу. Чего ей ждать? Чего томиться? Пускай греется, пускай просаливается. Ну а то, что грудка осталась на поверхности бульона, так это может быть даже и очень хорошо. Ну и вот так беспрестанно необходимо поливать, и для грудки этого достаточно. Мы должны добавить в этот рассол, в этот недобульон еще кое-что. Еще кое-что, что должно придать
будущему нашему блюду для пира несравненный вкус и аромат. Это, во-первых, чеснок. Обыкновенный чеснок. Вот так разрезали его по экватору, да, и вперед. Следующий. И точно так же лук. И точно так же морковка. Одним словом, все то, что, как правило, добавляют в бульоны. Морковка, и что сказать, ну чтобы уж было совсем по-привычному, то добавить лавровый лист. Но если не хотите готовить по-привычному, давайте добавим что-нибудь поинтереснее. Например, мне попался свежий молодой тимьян. Пахнет восхитительно. Пахнет прямо так, как и должна пахнуть дичь. И вот этот тимьян, чабрец, розмарин, что бы у вас там не было, с легким хвойным ароматом, добавляйте смело. Чай с чабрецом, помните на вкус? Разве этот вкус будет неуместным вот здесь, у этой птицы? Я полагаю, что абсолютно уместен. Знаете что, все, я больше не буду закладывать под этот казан дрова. Птица нагрелась, и достаточно, чтобы она просто полежала в этом рассоле, для того, чтобы как следует просолиться. Главная беда любой крупной птицы на обеденном столе – это то, что ее разрезаешь, а внутри она не соленая, невкусная. Но при повышенных температурах просаливание любой тушки происходит гораздо быстрее. И сейчас у нас текут два процесса одновременно. Во-первых, все жесткие соединительные ткани внутри птицы размягчаются, а птица-то летала. Понимаете, вот эти 3 килограмма мяса, они летали. И мускулатура здесь наработана. Ого! Я вам могу сказать, как у братухи-борцухи. И что же теперь делать с этой дичью? Тушенку, что ли, опять? Да нет, ни в коем случае. Мы ее запечем, но она у нас получится довольно нежная. И ее можно будет, по крайней мере, откусить. Теперь о главной загадке сегодняшнего рецепта. Зачем ладан? Давайте, пойдемте за стол, я вам все расскажу. В Марокко я видел, как варят помидоры, баклажаны и картошку 32 часа в сахарном сиропе. И помидоры, и картошка, и баклажаны не теряют своей формы. Так влияет ладан, который содержит в себе в том числе и дубильные вещества. То есть мясо размягчается, но не разваливается после этого на куски, сохраняет свою форму. Когда я увидел вот этот эффект от ладана, кстати, в Марокко в качестве вот этого ладана используют чаще смолу ливанского кедра. Она обладает аналогичными свойствами. Так вот, когда я увидел это свойство ладана, я понял, что там, где необходимо что-то долго варить, но при этом сохранить форму, ладан нам поможет. А кроме того, блюдо, приготовленное с ладаном, получает необыкновенно приятный аромат. Необыкновенно приятный аромат. Вы знаете, уже сейчас из казана пахнет просто сказкой. Ну вот так птица стоит уже около часа, и пора подумать о форме для запекания, которую я для начала слегка натираю сливочным маслом. Сливочное масло еще пойдет в ход, и форма в конце концов будет просто утопать в соке от птицы, в птичьем жиру. Ну и будет здесь немного сливочного масла. Так вот, чтобы птица не лежала непосредственно на фарфоре, я нарезаю лук толстыми кольцами. И это будет вкусно. Это будет очень-очень хорошо. Больше того, я вам могу сказать, что наверняка кто-нибудь даже захочет съесть этот лук. Печеный лук — это вкусно. Давайте этот лук поэтому еще и посолим слегка сверху. Он же у нас кисоленый, да? Ну, чуть-чуть, буквально символически, не беспокойтесь. Да? И сверху лука положим по кусочку сливочного масла. Пусть лук промаслится. Да и этому глухарю будет не так скучно лежать. Будет у нас как сыр в масле кататься. Там, где есть масло, там, где есть лук, там, где есть лавровый лист. Скажите, пожалуйста, разве хоть что-то может быть невкусным? Разве хоть что-то может получиться не так, как нам нравится? Знаете что? Там чеснок плавает в бульоне. Я этим чесноком разбрасываться не желаю. Я чеснок возьму сюда. Я этот чеснок возьму да подложу
форму для запекания. А что, чеснок тоже даст очень вкусный, очень приятный аромат. Все остальное из этого бульона мне уже не понадобится. Нет, мы это все остальное сейчас просто удалим. А вот сам бульон, точнее рассол, понадобится для приготовления гарнира. Здесь чесночок и здесь чесночок. Вот так. И будет хорошо. Еще раз. Птица провела в рассоле 1 час. Этого достаточно. Этого достаточно, потому что ей еще, как минимум, я предполагаю, пару часов запекаться. Ну что здесь думать и что здесь гадать? Сколько понадобится времени до полного приготовления птицы, столько и будем запекать. Дверь-то вот она. Открыли, посмотрели, проверили, хорошо ли ужарилась птичка или не очень хорошо. Можно, конечно, птицу смазать и каким-то растительным маслом. Но только в сливочном масле, помимо самого жира, молочного жира, очень вкусного, очень ароматного, присутствует еще и молочный белок. И этот молочный белок очень быстро зарумянится. Он поможет и шкуре красиво зарумяниться. Поэтому не слушайте никого, слушайте меня, Славика Ханкишиева. Я никогда плохого вам не советовал. Смазывайте птицу перед запеканием сливочным маслом. А окажется, что мало, нам все равно еще придется ее раз-другой доставать, переворачивать, поливать выделившимися соками. Так помажем еще. И будет на выходе чудо чудесное. И чтобы вот это чудо не падало туда-сюда, я сейчас найду шейку, я ее шею-то пришлось отрезать, подложу непосредственно под птицу. Эдакая вот подковка на счастье. Ну все. Лук под птицу, сливочное масло на луке, все в порядке, можно ставить в печь. Все, поехали в печь. Все отлично. Выглядит очень благородно, но нам расслабляться рано. Нам необходимо освободить бульон от вываренных ароматических овощей. Вот от этого всего. От лука, от моркови, от чесночной шелухи. Потому что в этом бульоне мы еще и гарнир отварим. Да-да, посмотрите. А если чего вкусного попадется, например, как вот этот чеснок, так я его вытащу. Мы его еще успеем подложить туда, к птичке. Будет очень вкусно, поверьте. Птица уже запекается около часа. И я думаю, что самое время отварить картошку. Вернее, как? Не отварить, а подварить. Для того, чтобы потом она запеклась и получила наилучшую свою консистенцию. Я не случайно опускаю картошку отвариваться в тот же самый рассол, где только что подваривалась птица. Дело в том, что картошка и птица, все это в итоге должно стать единым блюдом, которое будет на столе. Мы потом и эту мини-морковку подварим, и баклажаны, и грибы. О грибах, кстати говоря, можно подумать заранее. Пополам будет хорошо. 10 минут, как варится картошка. И вот теперь самое время опустить мини-морковь, брокколи, цветную капусту. Я, наверное, даже и баклажаны тоже слегка отварю. Вот разрежу их вдоль, пополам, и отварю. Грибы до спаржи будут готовы буквально за 5 минут. Их опустим вообще за 10 минут до готовности птицы в печи. Смысл предварительного отваривания состоит в том, чтобы придать продуктам определенный вкус, а кроме того, чтобы уравнять скорость приготовления птицы и овощей. Читали, наверное, в книгах по кулинарии, в учебниках. Полейте выделившимся соком каждые 10-15 минут. А я, Стали Ханкишиев, добавляю к этим святым словам: и смажьте птицу маслом каждые 10-15 минут. Все овощи, картошка, баклажаны, морковка в настоящий момент, можно сказать, полуготовы. Но они вполне готовы к тому, чтобы их разложить по противню, в котором и дальше будет запекаться глухарь. Что куда? Буквально говоря, в художественном беспорядке. То есть вы понимаете, да, что мы выходим на финал. Вот это все вместе сейчас запечется.
зарумянится, к тому времени я надеюсь, что и птица будет готова ровно так, как надо. Только картошечка у нас соленая, все это приправлено. Если хотите, чтобы это все получилось еще и вкусно, не жалейте сливочного масла. Смазывайте картошку. Она так зарумянится гораздо лучше. А баклажаны, цветная капуста, брокколи, да пусть это все тоже напитается сливочным маслом. И все, и обратно в печь. Ну все, больше терпения нету. Готово, не готово. Будем доставать, будем разрезать, будем пробовать. Знаете, он такой у нас получился. Афроамериканистый. Но это ничего не значит. Самое важное — разрезать и посмотреть, что там внутри. Жуется или не жуется? Дорогие друзья, я желаю вам хорошего творческого настроения. Творите на кухне, пробуйте. И вот эту дичь мы когда-нибудь все-таки научимся готовить так, чтобы она получалась и очень вкусной, и в меру сочной, и в меру мягкой. Нарезка дичи состоится сразу после небольшого рассказа о моих книгах. А пока что я желаю вам приятного аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 8 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе. Вы их чаще всего лайкали. Вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга
о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании. Вы помните фразу из бессмертного фильма? Дичь подавать, а он говорит: нет, клиент еще не дошел до кондиции. И только тогда, когда клиент доходит до кондиции, кто-то там громко произносит: Федя, дичь, а клиенту уже пофиг, какая там она эта дичь. Но тем не менее, мы старались от всей души. Сейчас попробуем, и потом в описании к ролику я распишу всю правду. Все без утайки напишу. А сейчас, что же мне попробовать? Что же мне попробовать? Может быть, кусочек вот этой грудки? Дичь не может иметь ту же самую консистенцию, что домашняя птица. По элементарной причине. Дичь летает, дичь упражняется, и мясо у нее поэтому совсем другое. Ну, знаете что? А здесь очень даже есть что поесть. Вот тут возле шейки прям замечательный, очень насыщенный вкусом кусочек мяса. Да еще и сочный. Ладно, все, пока.